Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы сделаем с вами цветы для нашего мужского торта. На самом деле зелень — это самое главное украшение торта. Именно в этом креме, крем-глазурь, ее можно добавить будет в любое место на торте и поставить, и положить, и между цветочками запихнуть, потому что мы ее заморозим и будем укладывать на цветы, которые остаются мягкими. Поэтому она, можно сказать, воткнется вообще в любое место на букете. И развернув насадку, вы можете поменять вид зелени. Ну, например, у нас был светлый краешек, мы повернем насадку, через некоторое время у нас будет уже темный краешек. Ну вот, посмотрите, какая красивая зелень у нас появилась. Не было, и вот так вот хоп, и появилась зелень. Делаем большой белый ранункулус, и основание мы делаем насадкой 104.
а теперь мы с вами будем из этой же насадки делать дополнительные цветы типа суккулент, которые на себя внимание особо не привлекают, но будут составлять основную часть композиции. Теперь присмотритесь, я развернула насадку, то есть обычно мы все делаем узким носиком кверху, да, у насадки. Теперь мы разворачиваем ее толстой стороной кверху. Для работы с масляным кремом глазурь нам понадобится две перчатки. Одна ХБ-перчатка, которую вы одеваете на рабочую руку, а вторая латексная, ну или любая перчатка, которая защитит вас от крема и крем от вас. Таким образом, крем будет не так быстро таять в пакете от вашей горячей руки. Набираем крем в пакет, разравниваем пакет. Поджимаем сюда крем. И каждый раз, когда вы закладываете крем, обязательно подравнивайте его шпателем, чтобы на месте скрутки у вас был чистый пакет. Все, пакет готов к работе. Сразу собираем второй пакет. Мы одеваем переходник уже маленький совсем, да, у нас S-переходник на 104-ю насадку. И замешиваем крем. Этот крем у нас пойдет и на зелень, и на дополнительные небольшие цветы, и для серединки в ранункулюс. Капаем маленькую капельку, потому что именно вот черный этой фирмы, он очень такой густой, хороший, его хватает маленькой капельки на большое количество крема. Мы размазываем вот этот черный по стеночке, по боковинке, ищем цвет, который нам будет нужен. Нас интересует в данном случае серый, серо-зеленый, серо-голубой, все вот такие вот оттенки. Обратите внимание, вот даже когда я размазываю, уже видно, как будет красиво смотреться, если у нас будет темная часть в креме и будет светлая часть. Мы оставляем, да, наш вот этот вот серый пока здесь, выделяем еще крем. Подмешиваем сюда черный и добавляем немного синего, как раз королевский синий, Royal Blue 102 Cake Colors. Добавляем также малюсенькую, прям вообще малюсенькую капельку. Положите ее лучше на боковинку, на боковую часть миски, чтобы добавлять совсем по чуть-чуть. И смотрим, что у нас получается. Нам нужен серо-голубой оттенок, такой очень ненавязчивый, чтобы он не сильно перекликался с поверхностью нашего торта. Так, ну вот мы полосочку собрали. Здесь мы тут берем краситель, попал.
Остается еще цвет. Нам нужно добавить что-то такое бордово-коричневое. Можно взять терракотовый, можно взять бургундский, можно взять бордовый, если он у вас есть. То есть это какие-то красно-коричневые оттенки. И нам нужно совсем чуть-чуть их добавить. И вы просто можете скорректировать этот цвет, если он очень сильно красный, да, у вас получается, тем же черным или серым. Вот я взяла немного цвета на боковинку и будем смотреть. Это еще очень похоже на коричневый Марс, например, да, цвет. У меня тут синий попал. Так, тут совсем темный получился. Сейчас я его беру, еще добавлю. Все это очень похоже на палитру художника. Ну, так и есть. Тут подобрать какой-нибудь интересный, красивый цвет. Вы все время вот так вот замешиваете и подмешиваете разные тона. Так, ну вот оттенок мне нравится. Обязательно добавляем сюда светлый белый, точнее это у нас просто не окрашенный крем, чтобы сделать светлые полоски. Прям можете сверху укладывать или врезаться сюда вот этими белыми крапинами. Теперь мы все это собираем и укладываем в пакет. В пакет уложили и снова разровняли шпателем. Подогнали весь крем к выходу. Вот готовы наши два пакета для работы. Мы с вами сделали цветы и листву. А в следующем видео мы уложим наши цветы и сделаем финальное оформление торта. А если вы пропустили, посмотрите видео, в котором мы выравнивали торт.